Друзья, всем привет! В Германии сегодня обсуждают две вещи, которые могут ударить по кошельку. Тревожные новости из автопрома и новая схема с банковскими пин-кодами. Ситуация быстро меняется, и вот что важно знать прямо сейчас. Сначала о шторме в немецком автопроме. Символ нашей индустрии Mercedes-Benz начал резко менять стратегию чуть ли не каждые полгода. Сначала только электромобили, потом резкий возврат к гибридам, а теперь вовсе сокращение моделей. Когда такой гигант, как Mercedes, начинает резко менять курс, это серьезный сигнал для всей экономики, ведь за этим стоят тысячи поставщиков и ваши рабочие места. Разберемся, почему инвесторы нервничают и что на самом деле происходит внутри немецких заводов. И сразу вторая тема, которая касается абсолютно каждого владельца банковской карты. Немецкие банки объявили о новой волне мошенничества. Мошенники нашли особенно простой способ, им даже не нужно взламывать сервера, они просто угадывают пин-коды. Оказывается, миллионы людей в Германии совершают одну и ту же ошибку при выборе кода, тем самым рискуя своими деньгами. Расскажу, какие комбинации цифр сейчас в списке самых рискованных кодов и как защитить свой счет за 1 минуту. Обо всем этом коротко прямо сейчас. Итак, давайте честно, когда мы говорим Германия, мы подразумеваем с вами качественные машины, и главный символ здесь, конечно, Mercedes-Benz. Но сейчас в стране все громче обсуждают то, что происходит с этим гигантом последние 1,5 года. И поверьте, это касается не только любителей авто, это история о том, как меняется фундамент, на котором десятилетиями стояла наша экономика. Мы с вами видим странную картину. На первый взгляд, как бы обычная новость бизнеса, но если присмотреться, становится ясно, даже такие монстры индустрии все хуже справляются с переменами. А это значит, возникают вопросы о рабочих местах, налогах, в бюджете и о статусе технологического лидера. Посмотрите, что творится с курсом компании. Это же настоящие американские горки. Сначала Mercedes громко заявляет, цитата, «Все, переходим только на электромобили». Проходит немного времени, и вдруг сроки запуска ключевых моделей начинают сдвигаться, потом резкий разворот обратно к гибридам, а теперь они и вовсе обсуждают сокращение модельной линейки, чтобы хоть как-то подрезать расходы. Знаете, на что это все похоже? Мы с вами должны понимать, что это не выглядит как хладнокровный план гениальных менеджеров Mercedes. Это больше напоминает серию активных движений в густом тумане. Эксперты в один голос говорят, это признак неуверенности. Когда гигант такого уровня мечется из стороны в сторону, это настораживает инвестора и, честно говоря, нас с вами. Вы спросите, а что же случилось? Это же Mercedes. Но реальность в Германии сейчас бьет по всем без разбора. Во-первых, очень высокие затраты на энергию. Заводом в Штутгарте или Бремени производство обходится в разы дороже, чем раньше. Во-вторых, чрезвычайно высокая стоимость разработки. Электрокары требуют миллиардов инвестиций, которые пока не возвращаются так быстро, как хотелось бы. И в-третьих, конкуренция. Китай и Соединенные Штаты Америки не просто наступают на пятки, они уже начинают диктовать правила игры. Мы десятилетиями жили с мыслью, что автопром — это наша железная гарантия стабильности. Есть завод, есть работа, есть налоги, есть уверенность в завтрашнем дне. Но сейчас эта уверенность тает на глазах. Если даже Mercedes не знает точно, куда рулить, то что чувствуют тысячи поставщиков поменьше по всей стране? Вы знаете, что канцлер Фридрих Мерц в каждом своем выступлении повторяет одно и то же, цитата: «Германия обязана оставаться мировым автомобильным центром». Красивые слова, и мы все хотим в это верить. Но давайте будем честными, даже он признает, что правила игры стали запредельно жесткими. Проблема уже не только в том, что китайские машины дешевле, проблема внутри самой Германии. А теперь самое важное. Когда стратегия такой компании, как Mercedes, меняется каждые полгода, это бьет не только по топ-менеджерам в дорогих костюмах, это бьет по бюджетам компании и в конечном итоге по рабочим местам. Вы не можете строить завод 10 лет, если каждые 2 года вы передумываете, что на нем выпускать электрокары или те же гибриды. Это риск колоссальных убытков, которые потом лягут на плечи налогоплательщиков или обернутся сокращениями. В Брюсселе Урсула фон дер Ляйен тоже не молчит, она постоянно говорит о поддержке экологических технологий и о том, как важно сохранять производство здесь, на нашем старом континенте. ЕС обещает помочь тем, кто переходит на зеленые рельсы. Но послушайте, когда такой гигант, как Mercedes, вынужден метаться и пересматривать свои планы, это уже не просто трудности перехода, это серьезный сигнал для всей отрасли.
Это значит, что даже с поддержкой Брюсселя экономика с трудом справляется с заданным темпом. Политики обсуждают оптимистичные планы в кабинетах, а реальный бизнес в это время пытается просто не уйти в минус. Мы с вами должны понимать, если лидеры рынка теряют почву под ногами, то это говорит о сотнях мелких предприятий в том же Баден-Вюртемберге, которые живут с заказами от этих гигантов. Сейчас в Германии все больше людей задают себе очень неудобные вопросы, и я хочу задать их вам. Смогут ли рабочие места в автопроме остаться такими же стабильными, как во времена наших отцов? Не потеряем ли мы свой технологический вес, пока наши корпорации занимаются бесконечным поиском себя? Главная опасность здесь в том, что, меняя курс слишком часто, компании теряют связь с рынком. Они перестают понимать, что нужно нам с вами, обычным покупателям, и что нужно тем тысячам сотрудников, чья жизнь напрямую зависит от конвейера. Друзья, история с Mercedes — это зеркало всей немецкой промышленности сегодня. Мы стоим на перепутье, либо мы найдем четкий план и будем ему следовать, либо сделанное в Германии рискует стать просто красивым воспоминанием. Как вы считаете, Mercedes просто приспосабливается или он действительно потерял управление в этом шторме? И, кстати, напишите в комментариях, купили ли бы вы немецкий электромобиль или подождали бы более стабильных времен. Следующая новость, одна из самых важных. Друзья, давайте отвлечемся от большой политики и заглянем в свой собственный кошелек. Сегодня в Германии снова заговорили о том, что касается каждого, у кого в кармане есть банковская карта. Мы привыкли думать, что наши деньги под защитой мощных серверов и шифров, но правда в том, что злоумышленники сегодня используют более простые методы. Они не атакуют банковские системы, они используют наши с вами человеческие привычки. Недавние предупреждения немецких банков просто шокируют. Схемы обмана становятся все более изобретательными. Им не нужны суперкомпьютеры, они ищут слабые места прямо в тех четырех цифрах, которые вы вводите на кассе в супермаркете или у банкомата. Вы должны понимать, ваш пин-код — это не просто формальность, это единый ключ к вашим счетам. Если злоумышленник завладеет вашей картой или сделает ее цифровую копию, а я напомню, что скриминг все еще существует, то именно пин-код становится последней преградой. И вот здесь начинается самое интересное. Немецкие банки предупреждают, люди по привычке выбирают комбинации, которые легко запомнить, но то, что легко запомнить, вам элементарно угадать преступнику. А теперь самое важное. Нам с вами сегодня необходимо осознать, что не банк дырявый, это мы с вами остаемся слабым звеном. Мошенники не гадают наугад миллионы комбинаций, у них есть четкие списки любых чисел жителей Германии. Когда карта попадает в руки преступника, у него есть всего 3 попытки до блокировки. И поверьте, он не будет вводить случайные числа, он ведет те самые стандартные сочетания, которые выбирает каждый второй из нас по старой привычке. И в огромном количестве случаев он попадет в точку с первой же попытки. По сути, мы сами пишем пароль от сейфа прямо на двери, просто потому что так нам удобнее. Вы можете сказать: я аккуратный человек, я не теряю кошелек. Но мы с вами должны смотреть правде в глаза. Обстоятельства бывают сильнее нас. Кража в транспорте, подмена карты в почтовом ящике или даже поддельный банкомат-скример. От этого не застрахован абсолютно никто. В этот критический момент все решает именно ваш пин-код. Если он предсказуем, вы фактически даете мошеннику фору. А теперь самое важное. Знаете ли вы, какие коды преступники вводят первыми? Банки составили топ самых угадываемых комбинаций. Конечно, это 1, 2, 3, 4 или 4 нуля. Это год вашего рождения или текущий год, 2025, 2026. Это повторы вроде 1122 или 2525. Если ваш код сегодня в этом списке, стоит задуматься о его смене. Федеральное правительство Германии и банковские эксперты уже устали повторять: меняйте свои привычки. Канцлер Фридрих Мерц в своих выступлениях часто подчеркивает, что цифровая безопасность сегодня — это не только защита серверов Берлина, это наши с вами повседневные действия от пароля на смартфоне до пин-кода на карте. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже настаивает: в эпоху цифровых платежей и рассвета онлайн-мошенничества вы должны быть в 2 раза внимательны. Это новая реальность, где злоумышленнику больше не нужно физически атаковать банк, ему достаточно просто подсмотреть или угадать ваш код. Давайте закрепим простые правила, которые сохранят ваши нервы и деньги. Первое. Это забудьте про очевидные даты. Никаких дней рождения. Никогда не пишите пин на самой карте или на бумажке в кошельке. Это звучит банально, но люди до сих пор так делают.
Третье. Прикрывайте клавиатуру рукой, когда вводите код. Даже если рядом никого нет, камера мошенника может быть размером с пуговицу. Четвертое. Сразу блокируйте карту, если заметили что-то странное или не можете ее найти. Лучше перестраховаться. И помните, сегодня главная угроза — это не хакеры из голливудских техфильмов, а обычные, но очень эффективные попытки угадать ваш пароль. И это может коснуться абсолютно каждого владельца карты. На этом на сегодня все. Мы с вами обсудили и проблемы автопрома, и вашу личную безопасность. Надеюсь, эта информация поможет вам быть на шаг впереди. Спасибо за просмотр. Не забудьте, кстати, проверить свой пин-код прямо сейчас. Если он слишком простой, сходите к банкомату и смените его. Это займет всего минуту, но поможет защитить ваши деньги. Берегите себя, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие разборы. До встречи, друзья!